Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 21 октября, суббота. И сегодня я хочу предложить вашему вниманию, с моей точки зрения, очень интересный материал. Интересен он потому, что он даст нам возможность понять в целом, в каком мире мы живем и что нас ждет в обозримом будущем. И потому что это видео будет построено на уникальном, не боюсь этого слова, материале, в том смысле, что источник его – это выдающийся представитель военной, дипломатической, политической мысли Соединенных Штатов Америки. Человек, так сказать, глобальный. И это связано с вопросами, которые вы, мои зрители, часто задаете мне в процессе обратной связи, когда вы просите там прокомментировать высказывания одного блогера, другого блогера, который сказал там, другой сказал сям. Но я вам говорил, что я принципиально не смотрю, никаких блогеров не слушаю, потому что я профессионально обучен работать с информацией, а не с тем, как кто-то эту информацию интерпретирует. Потому что, когда слушаешь чьи-то интерпретации, это засоряет твое восприятие информации. То есть твой анализ уже будет испытывать трудности. Особенно если ты обучен этому делу, ты знаешь, как это делать. Но во-вторых, иногда, когда настойчиво просят, там послушаешь одно, другое, третье, хотя бы там отрывками или посмотришь заголовки сообщений, понимаешь, что речь идет не столько об анализе, сколько о мнении. И тут возникает вопрос, а стоит ли это мнение слушать вообще по данному конкретному вопросу? Потому что мнение есть у всех. Вот у каждой старушки, которая сидит вечером у подъезда, знаете, такая обычная эпическая картина, и с подружками, и обсуждает там все, что попадет в голову в этот момент. И у каждой из них есть свое мнение по любому вопросу. Но это не значит, что стоит время тратить на выслушивание этого мнения. Нужно слушать мнение профессионалов. Вы меня спрашиваете, стоит слушать того или другого. Я вам даю общую картину, что нужно делать, если у вас есть вопрос, стоит его слушать. Услышали фамилию спикера, который вас интересует. Заходите в Google, набираете его имя, фамилию, смотрите. Если о нем нет никакой информации, содержательной информации, до настоящего момента, когда он вдруг начал появляться на экранах YouTube, телевизора, все, закрывайте, больше не слушайте. Потому что в этом деле, в аналитической работе, нужна тренировка, нужно время. Это ремесло, которым обучают, а потом человек тренируется всю оставшуюся жизнь. Это сложное ремесло. Вернее, оно бывает разное. Если человек делает его, нормально, скажем, профессионально, это ремесло. А вот когда он делает его, супер классно, это уже переходит в искусство. Вот не зря Ален Даллес в своей книге, это бывший директор ЦРУ, в своей книге так и назвал The Craft of Intelligence, крафт, который можно перевести как и ремесло, так и искусство. Так вот, значит, на это все нужно время. И такое бывает только в Библии, когда вдруг в 33 года появляется человек, все так воспринимают его для начала как человека, и потом вдруг оказывается, что это не человек, а гораздо выше. Это так вот с 34 лет, как описывается это в Евангелии. В апокрифах там говорят, что есть история о нем, начиная с 11 лет. В каноническом Евангелии с 33. На практике так не бывает. Если нету никаких следов, где он был все это предыдущее время, вдруг бах, и он специалист по Америке там, или по Японии, или по чем-то, значит, что-то не так. Вот, это значит первый критерий. Ничего нет, заканчивайте. Второе, значит, есть какая-то информация. Информация, что человек, грубо говоря, был хорошим спортсменом. Хорошо прыгал в высоту, в ширину, в длину. Или блестяще закончил кулинарный техникум. А теперь раз, и он специалист по Соединенным Штатам Америки.
Или вот он жил всю жизнь в России и занимался внутрироссийскими делами. И никогда не отличался глубокими высказываниями об Америке. А теперь он сюда приехал, проходит несколько недель, оп, и он уже крупнейший специалист. Он уже учит Америку, как надо жить, что там типа демократы плохие, и вот только Трамп и республиканцы могут спасти. И вот такое озарение произошло буквально за несколько дней. Все, балабол, закрываем. Короче говоря, есть смысл слушать людей, которые профессионалы в этом деле. Причем профессионалы именно по этому профилю. Не профессионалы там в области гинекологии или проктологии, а именно в том качестве, в котором вы их чувствуете. Слушайте, если по Китаю – Китай, значит, если Япония – Япония и так далее. Ну вот, значит, это, так сказать, присказка, сказка или не сказка, вернее, а анализ будет дальше. Я хочу вам представить один анализ глубочайший, который сейчас ходит во всех коридорах власти Соединенных Штатов Америки, широко обсуждается среди лучших, самых крупных специалистов, экспертов, и который, я полагаю, может сыграть громадную роль, историческую роль, как в свое время сыграла так называемая длинная телеграмма, которую в 1946 году посол Соединенных Штатов в Москве Джордж Кеннон направил в Госдепартамент Вашингтон. Вот это, с моей точки зрения, именно эта телеграмма послужила началу холодной войны, когда в Вашингтоне поняли, что надо завязывать с этой дружбой, с этим союзником, с которым только недавно встречались на Эльбе, что времена резко настали другие. Вот сейчас примерно такой же момент и наступает. Материал обширный, он охватывает буквально анализ всей ситуации, в которой находятся Соединенные Штаты Америки и их союзники, а это включает Россию, и их противники, это включает, то есть, простите, все союзники, включая Украину, а также противников, включая Россию и Китай. То есть довольно объемный документ. Если длинная телеграмма Джорджа Кеннеда составляла 19 страниц, если я не ошибаюсь, то это, примерно столько же, страниц 14 примерно. У меня так получилось в Word. Поэтому я, видимо, разобью на две части сегодняшнее видео или сделаю два отдельных видео, так, чтобы вы не утомлялись. И если вы, особенно я обращаюсь к тем, кто хочет, так сказать, познать глубоко, что происходит, с тем, чтобы потом соединять отдельные события, которые происходят на ваших глазах, и понимать, где они и куда они ведут в конечном счете. Советую посмотреть и послушать. Я вам скажу, что такие тексты в кулуарах власти в Соединенных Штатах и аналитики, эти тексты такие читают с карандашом в руках. Я это делаю то же самое. Там каждую фразу можно докторскую диссертацию по каждому абзацу написать. А здесь все соединено в компактные аналитические документы. Но, значит, приступим к делу. А начать я хотел бы все-таки с оперативных сообщений, крайне важных для Украины, для Израиля, Соединенных Штатов, и для России в том числе. Вы, наверное, уже слышали, что Джим Джордан, которого толкали экстремисты от республиканской партии на должность спикера Палаты представителей, пролетел. Республиканцы за закрытыми дверями приняли решение о том, чтобы его больше не выдвигать. Они уехали по домам и во вторник вновь соберутся и будут обсуждать, кого же. Фракция находится в состоянии глубочайшего кризиса. Я наблюдал по телевизору, когда после совещания за закрытыми дверями эти конгрессмены, республиканцы, выходили оттуда, они были злы. Некоторые были чертовски злы. Один из них, это был конгрессмен Скотт, проронил быстро так фразу, на которую практически никто не обратил внимания. А я как раз находился рядом с телевизором, поэтому я обратил. Значит, он сказал, что мы не только не выбрали спикера, не только это наносит сильнейший удар по
по реноме партии среди республиканских избирателей, но от нас отказался главный финансовый донор республиканской партии. То есть это, господа, я вам скажу, катастрофа. Когда вот партия падает так низко, буквально за несколько недель, для того, чтобы главный ее финансовый спонсор от нее отказался в преддверии выборов следующего года, это, господа, катастрофа. Там есть о чем подумать республиканцам. И теперь они, значит, хотят выдвинуть нечто, кого-то свеженького. Ну, дай бог им успеха, потому что все ждут. И в Америке, и за рубежом все ждут, потому что работы, пока не будет спикера, Конгресс работать не будет. Несмотря на то, что, вы знаете, президент Байден внес предложение в Конгресс о новом пакете помощи, где Израиль, Украина, Тайвань, южная граница Соединенных Штатов Америки. Сенат собирается рассмотреть уже на следующей неделе. И предполагается, что Сенат сделает это быстро, то есть утвердит этот пакет помощи. А дальше это будет направлено тогда, когда там будет спикер. То есть сильнейшее давление будет, оно со всех сторон оказано будет. Кстати, вот в следующем анализе, который я вам буду давать, там вот эта проблема в Конгрессе и вообще войны внутренней, белых, красных синими, синих с красными, это цвета республиканской демократической партии, она представляется как одна из самых больших угроз национальной безопасности не только Соединенных Штатов Америки, но одна из самых больших опасностей для всего мира, потому что из-за этого вот могут произойти катастрофические для всего мира события. Так вот, значит, единственное, то есть я ожидаю, да все ожидают, что наконец-то там выдвинут, и республиканцы говорят, мы выдвинем кого-то новенького, который не связан там, с МАГА вроде бы не связан, и который не сидит уже тут по 16 лет, добиваясь медленной карьеры, выберем какого-то молодого и так далее, дай бог. Но ситуация сейчас такая в стране, что сделать это республиканцам будет сложно. То есть выбрать нормального человека на должность спикера. Потому что республиканская партия по-прежнему, вернее, вот это экстремистское ее крыло, находится под сильнейшим давлением Трампа, для которого критически важно, кто будет спикером. Потому что спикер – это третий человек в государстве. Если что-то случается с президентом, его замещает вице-президент, что-то случается с ним, спикер Палаты представителей. Ну и вообще большие полномочия у него, и Трампу ужасно нужны эти полномочия, то есть ему или он выигрывает выборы следующие, или он, судя по всему, попадает за решетку. Почему? Вот вчера бомба здесь, помимо всего вот этого бардака с выборами спикера, вчера грянула новая бомба. В штате Джорджия, значит, приближается судебное слушание по поводу фальсификации выборов следующего, значит, прошлого года. И там в качестве подозреваемых фигурирует где-то 1,5 десятка человек во главе с Дональдом Трампом. Там же и Руди Джулиани. И вот уже вчера второй личный адвокат Трампа, а вы же понимаете, что самые такие чувствительные и скользкие дела проворачиваются обычно через личных адвокатов, которые знают, если не все, то очень многое о своих клиентах. Ну вот, значит, на прошлой неделе, в начале недели сначала одна адвокатесса подписала соглашение с прокурором о сотрудничестве, то есть будет рассказывать об этом деле, что ей известно. А вчера второй адвокат по фамилии Чесборо, также согласился сотрудничать с прокурором. Когда зачитывали, а репортаж вели из здания суда, из зала суда, где, значит, он заключал это соглашение, там было зачитаны отрывки из обвинительного заключения по этому делу, с которого следует, что вот этот адвокат
вместе, и называется фамилия, Дональда Трампа, Руди Джулиани, вступил в преступный сговор с целью фальсификации выборов в штате Джорджия, поскольку он был таким свинговым, то есть от него много зависело, он мог то туда качнуться, чаша весов на выборах в штате, то сюда, считался критически важным, то фальсификация в штате могла повлиять на результаты выборов по всей стране. То есть фактически обвинение о нарушении волеизъявления американского избирателя – это преступление против Конституции, так по большому счету. И согласно этому обвинительному заключению, заговорщики собрали группу подставных избирателей якобы, которые должны были подготовить фальшивые документы в бюллетене о голосовании. И потом, размахивая этими фальшивыми бюллетенями, они должны были оспорить их в штате Джорджия, а потом на основании этого должны были оспорить это по территории всех Соединенных Штатов Америки. Короче говоря, ситуация для Трампа очень печальная. То есть ему надо или кровь из носа выиграть эти выборы, или же значит, бывший президент вместо Белого дома может оказаться за решеткой. Хотя теоретически есть вариант в том, что даже будучи осужденным и находясь в тюрьме, в случае, если он будет выбран президентом, значит, американский гражданин может выполнять свои функции. Но на практике, конечно, этого не получится. И вот этот звоночек, который прозвонил вчера, о том, что ведущий, главный финансовый донор республиканской партии отказался от финансовой поддержки, он говорит о многом. Поэтому ждем с нетерпением, чем же закончится этот бардак, потому что его окончание ждут все. Лучшие аналитики Соединенных Штатов Америки бьют в колокола. Тут судьба не только Соединенных Штатов, а судьба мира сейчас зависит от внутренней ситуации в Соединенных Штатах, которая главным образом поставлена под угрозу вот этим бардаком и внутренней борьбе между двумя Америками. И эту борьбу, в общем-то, эту враждебность, что ли, было внесено во время президентства Дональда Трампа. То есть до этого я такого не видел в этой стране. Росло напряжение, но как-то это так все. Где-то выпускался пар. Но с тех пор, когда этим начал заниматься президент, нагнетанием и внесением раскола, то возникла такая ситуация, когда многие уважаемые аналитики считают, следующее президентство Трампа страна не переживет. А следующая тема, которую я хотел осветить, это вот мы приступаем. Приступаем к оценке политического момента в Соединенных Штатах и в мире. В этой связи издание The Hill, серьезное издание, которое специализируется на освещении событий, прежде всего, на Капитолийском холме, который там вопросы решаются. Конгресс Соединенных Штатов Америки. Написали это не статья, называется колонка, но я вам скажу, что по форме, по содержанию это высококлассное, агентурное или аналитическое сообщение, которое принадлежит перу генерального директора Axios, а также одного из соучредителей этого информационного ресурса, весьма уважаемого. И этот материал, то есть то, что они написали, аналитика, основана на регулярных беседах с руководителями Белого дома и Конгресса, генеральными директорами американских крупнейших компаний и ведущими политическими аналитиками. В статье говорится, я вам дам тезисы, потому что лучше, чем они это написали, трудно сказать, трудно пересказать, а читать это все подряд, я думаю, смысла нет, трудно будет усваивать. Так вот, тезисы. Почему, что пишут авторы? Мы не любим нагнетать обстановку. Чувствуете, какой заход уже? Но американские официальные лица говорят,
что такое стечение кризисов, которое имеет место сейчас внутри страны, в мировом масштабе, вызывает эпическую озабоченность и представляет собой историческую опасность для США и всего мира. В Белом доме прошедшая неделя была самой тяжелой и тревожной с тех пор, как президент Байден вступил в должность чуть более 1000 дней назад. Дальше здесь идет ссылка на статью Роберта Гейтса. Вот во второй части мы подробно разберем эту статью, потому что сейчас она у всех на уме, у всех на устах, как я вам сказал, как в свое время это была длинная телеграмма Джорджа Кеннона. Так вот, значит, здесь приводится просто одна из мыслей в статье Гейтса. Он рассказывает, что Америка столкнулась с самым тяжелым кризисом с тех пор, как 78 лет назад закончилась Вторая мировая война. Но речь идет не просто о кризисе, в который столкнулась Америка. Америка, с точки зрения экономики, все хорошо, так по большому счету. Но есть, конечно, недостатки. То есть трудно найти какую сейчас экономику без недостатков. Но, в принципе, по основным направлениям все идет нормально. И американская экономика находится в лучшем состоянии, чем экономики других стран мира и прежде всего Китая. Так вот, существует перегруженность. Вот концентрация этих кризисов настолько сильна, что сотрудники Белого дома перегружены процессом принятия решений, что делать. Есть такая воронка, как они говорят. Вот есть ситуативная комната, где собирается 5-8 человек. Представители администрации, которые обсуждают, принимают решения по важнейшим вопросам дня, от которых зависит жизнь Америки, да, по большому счету и всего мира. И вот над ними есть как-то гигантская воронка, через которую вверху она шире, а внизу она уже. И вот сверху туда втекает информация, она сужается, это узкое горлышко, и потом спускается на эти 5-8 человек. И они должны принять решение. Так вот он пишет, Гейтс, существует предел пропускной способности этих 8 или 10 человек. Колоссальная нагрузка на их плечах. И от качества тех решений, которые они будут приниматься, зависят, опять-таки, судьбы США, всего человечества, в том числе Украина, Израиль, весь Ближний Восток, Российская Федерация, по большому счету Китай. Ни один из этих кризисов, которые дальше я сейчас с вами перечислю, не может быть решен и вычеркнут из списка, настолько они важны. И все 5 могут перерасти в нечто большее. И самая большая опасность состоит в том, что потенциально в один момент, ужасный момент, все эти 5 кризисов могут соединиться в единый. И тогда обстановка становится совсем, мягко говоря, совсем плохой. Первый кризис – Ближний Восток. Это ответ Израиля на террористическую атаку Хамас и растущий страх перед распространением войны на весь Ближний Восток, до Ирана и дальше. Ну, здесь идет речь о расширении протестов фактически по огромному количеству стран мира против намерения Израиля нанести ответный удар по Хамасу. Мы с вами уже обсуждали, кстати. Я вас очень попрошу, уважаемые друзья, я готов к дискуссиям. Многие хотят вести дискуссии на страницах, значит, канала. Пишут мне претензии, но я вас очень прошу, если вы пишете мне, возражаете, ну прослушайте вы тот момент, тот пассаж, на который вы хотите возразить. Вчера я послушал, вчера получил сообщение из Израиля, где говорит: Юрий Борисович, как же так, вы поддерживаете террористов, вы говорите, что это ваше мнение, что вот они не хотели причинять большой урон Израилю, когда они пробили эту стену. Они хотели так по чуть-чуть пошалить, поэтому их можно понять. А вот так получилось. У меня вопрос первый. Ну где же вы это слышали, чтобы я это высказывал как свое мнение?
Я рассказываю информацию. Вот сейчас я вам рассказываю о статье из Axios, из Hill. Дальше буду рассказывать Боба Гейтса. Но это же не говорит о том, что я разделяю эту точку зрения. Вы как-то так вот, я понимаю, так слушать на кухне отрывки из того, там швец где-то бубнит на бэкграунде. Но хоть выслушайте или еще раз прослушайте. Не пишите мне того, чего, не обвиняйте меня в том, чего я не говорил и не имел в виду. Так вот, значит, арабские страны, официальные протесты, я закончил на этом, идут по всему миру. И это только предвестник того, что может быть после того, как начнется вторжение Цахала на территорию сектора Газа, который все ожидают. То есть это лишь предварительный, уже напряженность большая, но это только предварительный вариант того, что, как они ожидают во всем мире, станет всемирной реакцией на ожидаемое вторжение Израиля в сектор Газа. Но США направили туда две авианосные группы, уже эсминец ВМС США сбил 3 ракеты и пару дронов, которые хуситы запустили из Йемена, предположительно по территории Израиля. Уже там находится крупная группировка войск, американских войск. То есть напряженность растет. Первый кризис. Второй. Владимир Путин встретился с Си в Пекине на, как говорится, в кулуарах десятилетнего юбилея программы «Шелковый путь». И считается, что они о чем-то там договорились. Опять ссылка на Гейтса. Ну, потом я вам скажу, когда мы перейдем это комментировать. Здесь речь, вот в этом материале и в материале Гейтса, речь идет о необходимости сейчас американцам действовать по худшему сценарию. Это то, о чем я ему говорил, что разведка в военных делах, в напряженные моменты нужно прежде всего начинать планирование по худшему варианту. А вот проблема американской внешней политики внутренней состояла, особенно вот при Обаме, состояла в том, что так, голову в песок, делают вид, что тебе неприятно, мы это не видим, и планировали по лучшему варианту, пытаясь не замечать признаки худших вариантов. Ну так вот, значит, то, что сейчас я вам рассказываю, это не обязательно так и есть. И я скажу, где я думаю, что это не совсем так, утрировано. Но прелесть вот этих двух документов, о которых я сейчас говорю, о том, что он призывает правительство США перестать, отставить в сторону фантазии на то, что все будет хорошо, и надо сейчас действовать, готовиться по худшему варианту, чтобы выиграть неизбежную войну, иначе будет плохо. Так вот, значит, здесь утверждается, что Си и Пу достигли взаимопонимания, там чуть ли не по всем вопросам в Пекине. И тут приводится заголовок агентства Reuters, который говорит сам за себя. Россия заявляет, что координирует ближневосточную политику с Китаем. Это не так. Встреча Си и Пу закончилась для Пу провалом, по большому счету. Причем стратегическим провалом, потому что, к удивлению Пу, оказалось, что и Китай идет уже совсем в другом направлении, чем это считалось еще пару месяцев назад. И в этом новом направлении, так, Пу с его Россией, по большому счету, вместе с его нефтью, газом и всем остальным, они не нужны фактически. Но тем не менее, то есть вот то, что написал Reuters, Россия заявляет, я бы иначе сформулировал, Россия блефует, что координирует ближневосточную политику с Китаем. Но давайте действовать. Пришло время действовать по худшему варианту, поэтому в глубине запомним о том, что ситуация не такая драматическая здесь, в этом моменте, и будем действовать по худшему варианту, что они действительно координируют. Настало время. Третий кризис – это злобный Иран, который стоит и за Хамасом, и за Хезболлой. И есть опасность, что если Сахал увяжется в секторе Газа, то, значит, могут последовать удары по Израилю с других фронтов. Четвертый. Это безбашенный лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который вечно что-то запускает куда-то. То есть вот та политика, которую он проводит, он прикидывается неуправляемым идиотом. Собственно говоря, это то, что
Путин, Кремль заимствовали в Северной Корее. Основа, сердцевина всей внешнеполитической деятельности путинской России, самого Путина, это наследие, или так, это урок Ким Чен Ына. Вот кто у кого что берет. Ну и вот этот безумный лидер, проблема еще в том, северокорейского, что, как указывается в этой статье, через пару лет может сложиться ситуация, когда Китай, Российская Федерация, Иран и Северная Корея приобретут ядерный потенциал, который будет в 2 раза превышать американский ядерный потенциал. Опять-таки, думаю, что этого не произойдет, потому что в значительной степени это результат вот этого восприятия, это результат блефа со стороны китайцев, которые строят подземные шахты, вернее, для ракет наземного базирования. Часть из них это пустые шахты, это блеф. Но, опять-таки, имея это в виду, все равно продолжаем планировать по худшему варианту. Это слава Богу, то есть, наконец-то, вот меня все раздражало это со времен распада, значит, Советского Союза, окончания холодной войны. Это прекраснодушие в Вашингтоне, которые считали, что все уже, забудем об этих, все будет нормально. Наступившая эпоха гедонизма, пофигизма. И вот она привела к этому острейшему кризису, который мы имеем. И это вина всего, скажем так, коллективного пофигизма, коллективного Вашингтона. Слава Богу, вот сейчас происходит прозрение. И, ну, пока еще вовремя. Лучше бы, конечно, рано, но тем не менее. Значит, сегодня это еще не поздно. И, наконец, еще один интересный момент. 5-й кризис. Во всех этих конфликтах применяется новое оружие массового распространения поддельных или полностью фальшивых видеоматериалов. Это та информационная война, о которой мы с вами говорили. Глобальная информационная война. В этой войне поддельное видео наряду с поддельными людьми, то есть ботами, и поддельным контентом активно используются всеми антиамериканскими силами, утверждают сотрудники американской разведки, которые беседовали вот с авторами этой статьи. По оценкам некоторых экспертов, в скором времени более 90% контента в интернете будет поддельным или манипулируемым. Манипулируемым – это где в целом контент вроде бы нормальный, а туда внедряется элемент дезинформации, и все переворачивается в свою противоположность, да, с ног на голову, там, налево направо. И это считается одним из страшнейших кризисов. Поэтому вот я и начал так, с того, вы мне задаете вопросы. Что некоторые ошеломлены, у меня такое впечатление, тем, что они слышат из этих всех утюгов, и там несется такое, а там действительно несется такое вот этими, которыми я говорил, псевдоспециалистами по этим вопросам. Еще раз, вот, как я вам сказал, вызывает вопрос, так называемый аналитик. Зайдите в интернет, посмотрите то, как я вам сказал, надо посмотреть, а потом прикиньте, вот, заболели бы вы, не дай бог, конечно, да, надо сделать там операцию какую-то. Вы же не пойдете по этому поводу консультироваться к хорошему прыжку с 6-м высоту, да, пусть он будет чемпионом мира, но вы не пойдете к нему консультироваться по этому поводу. Если вам надо вложить ваши деньги, заработанные непосильным трудом в течение многих лет, вы же не пойдете по этому поводу консультироваться с каким-то классным стендап-комедианом, да, каким-то деятелем шоу-бизнеса. Вот посмотрите на этого аналитика, его бэкграунд, так сказать, и примите решение, вы бы свои деньги или свое здоровье ему бы доверили или нет. И вам сразу все станет ясно. Так вот, значит, итог этой статьи.
официальных лиц пугает больше всего в то, что все 5 угроз могут слиться в одну. Повторяю, эти Ближний Восток, тут, кстати, не назвали еще Украину, ну, видимо, потому что слишком бурное событие сейчас происходит. Это война. Израиль, Хамас. Значит, я бы включил сюда еще и это. То есть 6 – это Ближний Восток и Украина. Второе – это снюхались они или не совсем снюхались. Путин и Си. По худшему развитию событий они снюхались. Третий – это злобный Иран, который за многими террористическими организациями стоит и может нанести удар Израилю в спину, если обострится. Значит, Израиль увязнет в секторе Газа. Затем Северная Корея и растущий, считается опасно растущий ядерный потенциал противников, смертельных противников Соединенных Штатов. Ну и, наконец, мощнейшее оружие, массовая дезинформация в мировом масштабе. И теперь, внимание, это все, так сказать, вовне. Половина вопроса. Но самое страшное, что все эти угрозы раздаются в тот самый момент, когда американская политическая система кажется, а иногда и является, буквально сломанной. И мы здесь приходим к тому, с чего я начал это видео. Ситуация в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Кстати, пишется, что вопрос не в том, что до сих пор они не могут избрать спикера. И даже не в том, что правительство в результате этой неразберихи, все правительство не может работать. И даже не в том, что в этой ситуации мы приближаемся к очередным президентским выборам, которые, ну тут пишется, могут быть токсичными. Я вам скажу, они могут быть не токсичными, они могут быть катастрофическими, потому что и сейчас уже есть раскол, который, как я вам сказал, устроил Трамп. Он образовался во время президентства Трампа, который вот на хаосе, как и Путин, на хаосе внутри страны и вовне они держатся у власти. Дело в том, что внутренние беспорядки эти являются одним из самых больших опасений, как говорят сотрудники разведки, автором этого документа. И это включает все, то есть не только борьбу в Конгрессе, это включает еще и судебные дела, которые будут разбираться в отношении Трампа, уголовные дела прежде всего, те решения, которые будут там приняты, та реакция, которая на это последует, затем президентские выборы, будет там Трамп участвовать или не будет, в значительной степени это пока 100% предсказать никто не может. То есть получается глобальный хаос внутри страны, хаос вовне. Глобальный хаос требует спокойствия. А где его взять в такой ситуации, да? Я вам повторяю, я когда смотрел, когда вылетали эти республиканские конгрессмены из-за закрытых дверей, где проходило их тайное совещание после провала Джима Джордана, они были просто в бешенстве. Здесь говорится, необходимо спокойствие, первое, и опыт, господа. Опыт – это то, что я вам говорю с момента образования, вернее, с начала российской агрессии против Украины. Вот что нужно. То есть, помните, я вам говорил, 2 критерия. Не быть вором, то есть клептоманом, клептократом. Второе – быть профессионалом, то есть иметь соответствующий опыт. Произошло в результате вот этого всего хаоса, произошло полное крушение доверия людей к противоположной стороне. То есть сторонники республиканской партии перестали верить в демократическую партию и ее электората. Они перестали верить в средства массовой информации, к тому, что они видят и чем делятся на социальных платформах, а так даже к разведке, на которой опирается правительство при оценке этих угроз. То есть полный хаос в головах. И как в этом случае управлять, если даже на такие
учреждение, как разведка с ее аналитическими возможностями, даже разведка не является убедительным источником информации для значительного числа населения, вот это проблема. Ну и дальше, резюме, так сказать. Ситуация может ухудшиться, причем быстро, и потребовать жестких мер, тоже очень быстро. И никто не знает, смогут ли Конгресс и общественность объединиться в чрезвычайной ситуации. То есть речь идет так по большому счету, что надо быстро, как можно быстрее заканчивать этот бардак внутри страны, иначе нас ждут тяжелейшие времена. Теперь, значит, чтобы вы на этой ноте не пали духом, я вам скажу так. Вот если бы любой такой кризис в другой стране, недемократической, в Турции там, или в России, грянул в Китае то же самое, грянул бы такой кризис, это все, это взрыв. Потому что нету клапана для того, чтобы выпустить пар. Соединенные Штаты и другие демократические страны, ну, остановимся на США, они сталкивались с кризисами неоднократно. Накануне Второй мировой войны США переживали тяжелейший кризис. Сейчас экономикой, дай бог, дальше мы пойдем во второй части. Я вам расскажу, ситуация лучше, чем в Китае. А вот накануне 1939 года ситуация была шваховая. То есть очень плохое состояние экономики. В стране существовала нацистская партия, как и у ряда других стран Запада, в частности Великобритании, на самом высоком уровне почитатели фюрера были. Накануне буквально, начала сентября 1939 года, в Нью-Йорке, в крупнейшем зале Мэдисон Сквер Гарден прошло с помпой съезд или собрание членов нацистской партии Соединенных Штатов Америки, которое очень похоже как на то, что происходило в Германии. То есть ситуация была не ахти. Что касается готовности Соединенных Штатов к Второй мировой войне. В 1939 году у американцев было танков менее 100 штук. По-моему, то ли 91, то ли 92. Как морская держава, Америка обладала огромным количеством кораблей и самолетов. Но для войны против Германии в Европе нужны были танки. И потом, когда Советский Союз начал кричать: «Помогите нам мне, почему не открываете второй фронт?» А нечем было открывать второй фронт. То есть американцы мясом не привыкли воевать. А чтобы воевать нормально, нужны были танки. Их нужно было делать. Так вот, уже в 1942 году американцы сделали больше танков, чем Германия, на которой тогда работала вся Европа, за всю историю Второй мировой войны. То есть Америка, она быстро справляется с кризисами и умеет мобилизоваться в тяжелой ситуации. Я уверен, так это произойдет на этот раз. Самое главное, вот я считаю, что было произнесено слово некоторое время назад по поводу того, что нужно мобилизоваться. Теперь вот со статьей то есть Боба Гейтса или Роберта Гейтса делается второй шаг. То есть теперь, как он пишет в своей статье, программной статье, нужно от слов переходить к делу и переходить быстро. И излагает этот план. Ну и у меня такое впечатление, что политическая элита в Вашингтоне наконец-то, в принципе, это осознала. Осталось небольшое количество баламутов, которые продолжают вот играться и во главе с своим предводителем, которые упорно пытаются все эти важнейшие вопросы не замечать, потому что им нужно спасти своего лидера от тюрьмы. Но я думаю, что понимание в Америке, вот я же вам прочитал в самом начале, что эта статья основана не только на разговорах с представителями, высшими представителями администрации, разведки, различных министерств и ведомств, но также
с капитанами американской индустрии, с представителями крупнейших корпораций. То есть в элите политической и деловой возникло осознание, что нужно быстро мобилизовываться, так как это было сделано накануне Второй мировой войны. С целью, не для того, чтобы вступить в эту Третью мировую войну, а чтобы ее не допустить. Так что я рад, наконец-то, появлению этого документа. Если вы заметили, то есть его оценки о том, какие угрозы стоят перед Соединенными Штатами Америки, они, в принципе, совпадают с теми оценками, которые мы с вами здесь делились на моем канале в течение последних 1,5 лет. Это придает мне, кстати, много оптимизма по поводу того, что все будет хорошо. Поэтому, как всегда, в заключении этого видео слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разбит. Победа будет за нами. За нами крупнейшие, самые развитые экономические, политические, цивилизационно, в военном плане страны мира. Мы обречены на победу. Я имею в виду и Украину, и Израиль. Кстати, немного, но есть упреки в мой адрес, что вы стоите на стороне Израиля, а вот они занимаются оккупацией арабских, палестинских земель и так далее. Господа, вопрос сложен. Его не могут решить со времен образования государства Израиль. Медленно, но как-то так. Этот вопрос эволюционирует, будет решаться. Но давайте согласимся все. Какой бы ни был сложным вопросом, то, что совершил Хамас, проломив эту стену, вторгшись в Израиль, те чудовищные вещи, которые они там совершили в цивилизованном обществе, да и вообще в обществе, в любом, они недопустимы. Терроризм – это проявление, которое нельзя оправдать ничем, нельзя оправдывать несправедливостью. Поэтому я, в общем-то, стою на стороне Соединенных Штатов Америки в этом вопросе, других стран Запада. И есть масса нерешенных проблем, и надо решать. Но терроризм должен быть подавлен, причем подавлен беспощадно. И в этой связи, дорогие друзья, желаю победы, естественно, Украине, желаю победы Израилю в его борьбе против террористической организации Хамас, других террористических организаций, которые представляют для Израиля опасность. И вам, дорогие зрители, желаю выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. В следующем видео я вам расскажу о программном документе, который содержит подробный план о том, как мы это сделаем. До скорой встречи в следующем видео.